Она купила раненую немецкую овчарку всего за $5. Все назвали это ошибкой, но несколько дней спустя собака сделала нечто такое, что заставило ее разрыдаться. То, что она приняла за бездомную собаку, оказалось чем-то гораздо более шокирующим, и это вдохновило целый город. Лили всегда говорила, что ей всего 7 лет. «Однажды я найду свою настоящую, лучшую подругу». Этот день наступил раньше, чем кто-либо ожидал. Посещая со своим дедушкой ветхий дом соседа на окраине города, Лили заметила какое-то движение возле старого ржавого сарая. Там, на подстилке из соломы и грязи, лежала немецкая овчарка, худая, прихрамывающая, с тусклыми глазами и шрамами на теле, небрежно привязанная к столбу забора, как будто она вообще ничего не значила. Когда Лили спросила мужчину о собаке, он пожал плечами. «Он больше ни на что не годен, повредил ногу. Можешь взять его, $5». Лили посмотрела на дедушку широко раскрытыми глазами, затем полезла в карман куртки и вытащила ровно $5 смятых. Рука Лили слегка дрожала, когда она протягивала мужчине $5 купюру. Это было все, что у нее было. Деньги, которые она откладывала, помогая бабушке собирать яйца и подметая крыльцо каждые выходные. Мужчина, не глядя, схватил смятые деньги, пробормотав: «Теперь это твоя проблема». Но для Лили Бруно не был проблемой. Он был обещанием. Ее дедушка колебался. «Милая, ты уверена?» Она твердо кивнула. «Ему нужен кто-то. И думаю, он выбрал меня». Они осторожно отвязали пса, стараясь его не напугать. Бруно не сопротивлялся. Он просто встал, слабый, но готовый на все, и беззвучно последовал за Лили. Этот момент скрепил их связь. Когда они вернулись домой, Лили постелила ему постель в сарае, снабдив теплыми одеялами и свежей водой. Она опустилась рядом с ним на колени, нежно погладила его по шерсти и прошептала: «Теперь ты в безопасности, Бруно». Это имя пришло ей в голову не сразу, и пес впервые тихо вздохнул, как будто понял, что наконец-то нашел свое место. Первые несколько дней было тихо. Бруно почти не двигался и почти не ел. Его хромота была сильнее, чем предполагала Лили, и он вздрагивал при каждом внезапном звуке. Он никогда не лаял, не рычал, просто смотрел усталыми глазами, которые слишком много повидали. Лили часами сидела рядом с ним, читала ему сказки на ночь, делилась кусочками своего сэндвича и даже клала рядом с ним на ночь свою любимую мягкую игрушку. Ее бабушка и дедушка молча наблюдали за происходящим, не зная, выживет ли пес и сможет ли снова доверять ему. Но Лили никогда не сдавалась. Каждое утро она радостно приветствовала Бруно. «Доброе утро, дружище!» И каждый вечер укладывала его спать как родного брата. Постепенно что-то начало меняться. Однажды вечером, когда Лили, что-то напивая себе под нос, чистила сено, Бруно слегка и неуверенно завилял хвостом. Это было не так уж много, но для Лили это было все. Этот шутник сказал ей то, во что она уже верила в глубине души. Бруно не просто выздоравливал физически. Он учился чувствовать себя в безопасности. И более того, он снова учился любить. Вскоре дедушка Лили начал замечать в Бруно странные вещи. Однажды вечером по телевизору на заднем плане показывали военный документальный фильм. В тот момент, когда с экрана донесся звук марширующих сапог, Бруно вытянулся по стойке смирно. Он стоял, насторожив уши, не двигаясь с места, сосредоточенный как солдат, услышавший знакомый зов. Лили тоже это заметила. «Дедушка? Зачем он это сделал?» – тихо спросила она. На следующее утро произошло нечто еще более странное. Лили уронила ведро с зерном, и прежде чем она успела среагировать, Бруно бросился вперед и встал между ней и шумом. Защитный, вычислительный. Позже Лили игриво ткнула пальцем, как игрушечным пистолетом, и крикнула: «Бах!».
Бруно мгновенно упал на землю, притворившись мертвым. Никто никогда не учил его этому. Ее дедушка наблюдал за происходящим с крыльца, нахмурив брови. «Эта собака была дрессирована», — тихо сказал он. «Это не просто трюки, это серьезная тренировка». Лили посмотрела на Бруно, который теперь мирно покоился рядом с ней. Может быть, он забыл, кто он такой, до этого момента. Солнце уже садилось, когда это случилось. Лили забрела слишком далеко на опушку леса за фермой, гоняясь за бабочкой, а Бруно следовал за ней по пятам. Трава была высокой, воздух неподвижным. Внезапно в кустах послышался шорох, и в мгновение ока оттуда выскочил дикий кабан, рыча, бросился прямо на нее. Лили замерла, сердце ее подскочило к горлу. Но Бруно этого не сделал. Одним быстрым движением он бросился между Лили и животным, залаяв с такой силой, что эхо разнеслось по деревьям. Он не колебался, не отступил. С идеальной точностью он кружил, уворачивался и рыча отгонял кабана от нее, пока тот, наконец, не скрылся в лесу. Когда кабан скрылся, Бруно вернулся к Лили и нежно лизнул ее руку, как будто ничего не случилось. На следующее утро дедушка Лили принял решение. По его словам, нам нужно еще раз пройти обследование, как следует. Они отвезли Бруно в городскую ветеринарную клинику, небольшое помещение, расположенное между магазином кормов и пекарней. Доктор Симмонс, ветеринар, радушно принял их и внимательно осмотрел Бруно. Проведя руками по шее и плечам собаки, он остановился. «Здесь что-то есть», – пробормотал он, нежно касаясь кожи Бруно. Через несколько мгновений он вытащил маленький металлический чип, поврежденный, но целый. Используя специальное считывающее устройство, доктор Симмонс просканировал бирку. То, что появилось на экране, заставило его удивленно приподнять брови. Эта собака не бездомная. Он служил в военном подразделении К-9 под названием «Браво-9». Предположительно, погиб в бою 2 года назад во время взрыва транспорта. Лили ахнула. «Бруно!» Слезы навернулись на ее глаза, когда она опустилась на колени рядом с ним. Бруно нежно лизнул ее в лицо, словно говоря: «Теперь все хорошо», – прошептала она. «Ты был героем до того, как я встретила тебя, но теперь ты и мой герой тоже». В тот момент собака за $5 стала чем-то гораздо большим, доказательством того, что сломанные вещи все еще могут спасать жизни. История Бруно быстро распространилась. Доктор Симмонс, тронутый своим открытием, позвонил местному репортеру, который когда-то служил в армии. Статья появилась в городской газете несколько дней спустя под заголовком «Забытый герой К-9 найден 10-летней девочкой». Через несколько часов на ферме начали появляться люди. Некоторые приносили угощения для Бруно, другие просто хотели познакомиться с храбрым псом, восставшим из мертвых. Соседи, которые раньше держались на расстоянии, теперь оставляли на крыльце открытки с благодарностями и кости. Один отставной солдат даже проехал через 2 округа, чтобы пожать руку Лили и поприветствовать Бруно. «Он спас не только жизни на поле боя», — сказал мужчина. «Он напомнил нам, что такое преданность». Она посмотрела на толпу, затем на Бруно. «Я не знала, кто он такой, когда давала эти $5, начала она дрожащим голосом. «Я просто знала, что ему нужен кто-то, и, возможно, я тоже так думала». Ее глаза наполнились слезами, и она замолчала, вытирая слезу рукавом. «Говорят, я спасла его, но я думаю, что он спас меня первым». Аудитория замолчала. Бруно стоял рядом с ней, сильный и спокойный. Он слегка вилял хвостом, как будто понимал каждое слово. Лили наклонилась, крепко обняла его и прошептала: «Ты мой лучший друг». И в этот момент в толпе не было ни одного сухого глаза.